Всем привет! С вами Татьяна Арт. Это канал Вкус Нячес, где мы, как всегда, готовим только самые вкусные блюда домашней кухни. Если вы любите слоеные пироги из лаваша или болгарскую банницу, пирог, который я собираюсь сегодня готовить, обязательно придется вам по вкусу. Это пирог из лаваша с творогом и изюмом, который можно охарактеризовать тремя словами: быстро, просто и вкусно. Но не просто вкусно, а очень вкусно. Это именно то блюдо, которое моментально улетает со стола, поэтому я всем советую его попробовать. Для приготовления нашего пирога из лаваша с творогом и изюмом нам понадобится кефир, творог, изюм, ванильный сахар, сметана, яйца, соль, обычный сахар и лаваш. Начинаем готовить. В первую очередь смешаем здесь все компоненты в этой мисочке и приготовим начинку. Берем творог. Смотрите, здесь у меня магазинный творог 5% жирности и 20% жирности. Здесь маленькая хитрость. Этот творог слегка соленый, поэтому мы впоследствии в начинку добавим только щепотку соли. И, естественно, сахар. Это все будет хорошо контрастировать, и начинка получится намного вкуснее. Если у вас есть возможность купить вот такой вот творог в магазине, воспользуйтесь обязательно этой возможностью, купите, и начинка будет просто замечательная, намного вкуснее. Или можете использовать домашний творог, только протрите его через сито. А можете просто так, не протирая. Мне нравится магазинный творог, поскольку он, видите, вот такой вот нежный. Уже не нужно протирать его. Просто можно готовить прямо сразу начинку. Вот так, отправлю сюда. Затем слегка перемешаю и добавлю сюда ванильный сахар и 2 яйца. Теперь отправим сюда кефир. Это кефир, процент жирности 1, то есть 1%. Вот так. Выливаю сюда и продолжаю перемешивать. Для начала может показаться, что кефира много, но на самом деле все нормально. Вы увидите, сейчас он перемешается с творогом, и масса получится однородная. Если вы видите вот такие вот небольшие комочки творога, просто можете продолжить вымешивать все это вилочкой. Можно их слегка немного так вот придавить. Ну, даже если останутся такие крупные кусочки, это никак не навредит нашему пирогу. Не обязательно, чтобы вся масса была вот такая прямо гладкая-гладкая. Это не почувствуется, когда пирог уже испечется, все будет нормально. Теперь можно добавить сюда щепотку соли, совсем чуть-чуть, потому что здесь уже есть соленый творог. Также отправим сюда сахар. 4, можно 5 столовых ложек. Если вы любите более сладкие пироги, ставьте больше сахара. Так как этот пирог с изюмом, все-таки он сладкий, это больше пирог к чаю, крайне желательно, чтобы вы поставили хотя бы 4-5 столовых ложек сахара. Если вы будете готовить его без изюма, вы можете поставить только 3 столовые ложки. В самом конце отправим сюда изюм. Изюм я заранее промыла, пропарила и просушила.
Начинка для нашего пирога готова. Видите, очень быстро и очень просто. А сейчас, смотрите, берем сметану. И сюда я разобью одно яйцо. Перемешаю. Сметаной с яйцом мы будем смазывать слои нашего пирога, то есть сам лаваш. Вы увидите, благодаря этому у пирога будет такой золотистый, красивый, румяный цвет. Все. Думаю, достаточно. Отложим на время в сторону. Вот так. И приступим к формированию непосредственно самого пирога. Для этого я использую вот такую формочку прямоугольную. Она у меня старенькая, но очень удобная. Я застелю на нее пергаментную бумагу. И сюда буду выкладывать пирог. По желанию можете воспользоваться вот такой вот формочкой. Тоже застелить пергаментную бумагу и выкладывать сюда слои. Но я по старинке приготовлю так. Это наш лаваш. Я его нарезала на вот такие прямоугольники. Это очень легко сделать обычными ножницами, кухонными. Просто разрезаете. И получаются такие прямоугольнички. Края я тоже слегка вот выровняла, срезала, но мы не выбрасываем, это нам все понадобится. Теперь смазываем пергаментную бумагу маслом. Я оставила вот такие вот большие края. Вы затем поймете, для чего это нужно. Ставим первый слой нашего пирога вот сюда. Затем я слегка смажу его сметаной. А после этого уже налью сюда начинку. Вот так вот кисточкой смазываю. Все. После того, как смазали, начинаем добавлять начинку. Насыпем сверху. На первый взгляд может показаться, что начинки много, но ее вполне нормально, потому что пирог достаточно большой, много слоев. Очень вкусный, насыщенный. Не жалеем, даже немного больше нальем. Вот так. Все. Затем, чтобы не потерять вот эти кусочки, тоже поставлю 2 кусочка лаваша и следующий слой. И повторяем все то же самое. Смазываем сметаной. Затем сюда же я положу начинку. Если где-то неровно, есть пустота, ничего страшного. После того, как испечется пирог, ничего не почувствуете. Это все будет вот один цельный, ровный, красивый пирог. Если вы сомневаетесь, можете просто оторвать кусочек лаваша, если вас это беспокоит, и просто заделать вот эту пустоту. Опять смазать и добавляем начинку. Опять распределяем. И так продолжаем, пока не закончится весь лаваш. Все слои нашего пирога должны быть сформированы точно таким же образом. Все, почти закончили. Вот этот последний слой. Накрываю пирог.
И выливаю всю оставшуюся сметану. Желательно, чтобы осталась вот так вот, хотя бы половина той порции, которая у нас была. Это нужно для того, чтобы пирог сверху хорошо подрумянился, у него будет такой красивый, насыщенный золотистый цвет. Вы увидите, это выглядит очень классно и аппетитно. Видите, как я вам сказала, вот эти бортики оставляю побольше, потому что вот может произойти такая вещь, может течь сметана. Сейчас нужно оставить пирог, он должен постоять, не нужно сразу его выпекать. Пусть постоит 15-20 минут и хорошо пропитается, он даже немного набухнет, я чуть позже вам покажу. И только после этого мы будем его выпекать. Это очень важный этап. Наберитесь терпения, ждем. Пирог отлично пропитался. Видите, как все хорошо? То есть вся начинка, она очень сочная, также сметана, все это проникло в сам лаваш. Отлично пропитавшийся пирог мы сейчас будем выпекать. Он будет намного сочнее, намного мягче, нежнее и вкуснее. А выпекать мы его будем при 180 градусах в течение 30 минут. Обычно для приготовления этого пирога я беру постный бездрожжевой лаваш. Вы возьмите любой на ваше усмотрение. Все, отправляем в духовку, ждем и смотрим результат. Вот какой пирог из лаваша у нас получился. Он еще горячий. Надо оставить его, чтобы он немного остыл. Смотрите, какая прелесть, очень ароматный. Пахнет не то, что вся кухня, но и весь дом пахнет этим лавашом, этим пирогом, этой красотой. Хочу еще заметить один важный момент. Когда вы испечете уже пирог, когда он пропечется полчаса на 180 градусов, в завершении, если вы хотите, чтобы корочка была более румяная, вы можете поднять температуру до 200 градусов и дать пирогу постоять в духовке при высокой температуре еще примерно 5 минут. Тогда корочка, вот эта, которая сверху, будет такая более румяная и поджаристая. А сейчас мы будем наш пирог нарезать и смотрим, какой он у нас внутри. Разрежу посередине, он еще горяченький вот здесь, поэтому не очень легко режется, немного тянется. И еще раз вот так. Все, достаточно. Теперь переложим на тарелочку. Достаю. Вот такой он внутри. Смотрите. Вот здесь и изюм, и творог. Он очень ароматный, мягкий. Ой, просто обалденно пахнет. Поставлю сюда еще один кусочек. Возьму середины и покажу вам. Здесь он горячий. Вот так. Выпал изюмчик. Вот такой классный пирог из лаваша. Очень легко готовится, зато невероятно вкусный. Поставлю его сюда. Можно немного украсить вареньем. И так как этот пирог я очень люблю есть, когда я пью горячий, вкусный, ароматный чай с мелиссой, поставлю сюда еще веточку мелиссы. Вы можете украсить, как вам нравится, на ваше усмотрение. Главное, что это очень вкусно. И я безумно вам благодарна за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте оценки, лайки, если видео вам понравилось, и напишите в комментариях ваши впечатления. Всем спасибо, до очень скорого, пока-пока!